Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Юченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос, что надо делать, когда собака или кошка отравились препаратами от блох. Такая ситуация иногда встречается, и это вводит в панику владельцев. Это встречается не так уже и часто, но, к сожалению, и такие ситуации бывают. Это бывает, как правило, в двух случаях. Если животное после обработки умудрилось все-таки слезать часть препарата, или применили некачественные препараты. Достаточно часто отравление проявляется у собак маленьких пород. Они очень чувствительны к препаратам. Также такая ситуация может быть при обработке кошек. Кошки очень изворотливы и умудряются слизывать препарат даже в труднодоступных местах. Обычно это проявляется следующим образом. Рассмотрим три варианта. Первый вариант. Животное какое-то беловатое, играет неохотно, ест тоже неохотно, а то и вовсе не ест. У человека такое состояние называется легкое недомогание. То есть сказать, что животное заболело, нельзя. Но явно видно, что оно не такое, как обычно. В этом случае ничего делать не надо. Надо только проследить, чтобы у животного в мисочке постоянно была свежая вода. Как правило, такая ситуация за сутки, а то и меньше проходит. Такую ситуацию даже нельзя и интоксикацией назвать. Это слегка повышенная реакция организма на обработку препаратами. У одних животных такая ситуация может быть, а у других животных может и отсутствовать. Если это недомогание в течение суток прошло, и вы потом видите, что препарат хорошо защищает ваше животное от паразитов, которые заявлены в инструкции, то при следующей обработке я не вижу даже смысла менять препарат. Второй вариант. Признаки интоксикации выражены уже более ярко. Животное конкретно вялое, играть не хочет, может наблюдаться повышенное слюноотделение, зрачки слегка расширены. У животного также может быть жажда или наоборот, животное не хочет пить. Чаще всего второе, не хочет пить. Да и от пищи животное отказывается. Но на дачу лакомства или любимой пищи реагирует положительно и пытается их съесть. В этом случае тоже ничего делать не надо, разве что можете дать животному какой-то энтеросорбент. Он наверняка есть в домашней аптечке. Подойдет и активированный уголь, и энтеросгель. Если есть самых целиотоксил, тоже хорошо. Как я сказал, что и в этом случае тоже нет повода для сильного беспокойства. Но в этом случае присматривайте за животным более тщательно. Вы должны видеть, как меняется его состояние. В принципе, такое состояние в течение суток, как правило, проходит. Третий вариант. На лицо отчетливо видно, что у животного есть конкретные признаки отравления. Животное вялое, пена у рта, возможно есть рвота или понос, зрачки достаточно расширены. Может наблюдаться потеря ориентации. Животное отказывается от еды, воду тоже не пьет. Питомец не реагирует на любимые им блюда. Может наблюдаться мелкая дрожь, что есть явным признаком интоксикации. Такие ситуации при обработке животного каплями от блох и клещей встречаются достаточно редко, но иногда и такое бывает. Также такие ситуации могут быть при обработке животного инсектицидными спреями. Итак, что надо делать в таком случае? Первое. Не паникуйте. Ситуация неприятная, но случаи отравления и не только препаратами от блох и клещей, к сожалению, иногда встречаются. Вы же не падаете в обморок, если у вас пропал аппетит и далеко не отбегаете от туалета. Вот так и в этом случае. Если увидели такую ситуацию, то дайте животному какой-то энтеросорбент с небольшим количеством вазелинового масла. Через некоторое время надо сделать животному клизму. Если рвота была всего один раз, то ничего страшного в этом нет. Это защитная реакция организма. Это нормально и даже хорошо. Обязательно сделайте животному клизму. А вот если, несмотря на принятые вами меры, животное все равно периодически рвет, у него непрекращающийся понос и при этом наблюдается еще и мелкая дрожь, то это уже хуже. В этом случае совет один. Побыстрее езжайте в клинику. Еще раз подчеркиваю ваше внимание, что такие ситуации у взрослых собак встречаются крайне редко. Вот у маленьких щенков или котят, где-то до 2-месячного возраста, такие ситуации могут быть. У них барьерные функции организма еще полностью не сформированы. Особенно это касается незрелости гематоэнцефалического барьера. У них явление интоксикации протекает очень бурно и иногда могут быть даже и необратимые последствия. Теперь логичный вопрос. А как этого избежать? Первое. Применяйте только сертифицированные препараты. И всегда читайте инструкцию. Помните, что хороший препарат стоит достаточно дорого. И не потому, что он хорошо убивает паразитов. Эффективный препарат сделать несложно. Препарат относительно дорого стоит потому, что он прежде всего гарантирует безопасность животному, что
препарат равномерно распределяется по поверхности тела животного, а не попадает в кровь и вызывает интоксикацию животного. То есть в хорошем препарате, кроме эффективного действующего вещества, очень много других веществ, которые делают препарат безопасным. И эти вещества производитель держит в секрете. Это ноу-хау производителя, который и создает потом препарату хорошую репутацию. Второе. Если это капли спот-он, то наносите их на кожу, раздвинув шерсть так, чтобы животное не дотянулось их слезать. А если нанесли препарат, то не сочтите за труд в течение часа-двух подождать и понаблюдать, пока препарат не высохнет. Третье. Не обрабатывайте щенный сук в последнюю неделю беременности. И желательно не обрабатывать суку, когда у нее есть маленькие щенки. Это тоже может быть чревато последствиями. Не для суки, для щенков. Если уж очень надо обработать суку, у которой есть маленькие щенки, то обязательно прочитайте инструкцию по применению препарата в таких случаях и посоветуйтесь с ветеринарным врачом. В инструкции указывается, можно ли применять препарат кормящей суки или нет. Если такой случай не указан в инструкции, то значит обрабатывать кормящую суку нельзя. По беременным животным также должно быть в инструкции отдельное заявление. В этом случае не проявляйте никакой самодеятельности. И, наконец, четвертое. Помните, что у животного может быть индивидуальная непереносимость к тому или иному препарату от блох и клещей. То есть и препарат хороший, и животное здоровое, и владелец точно следовал всем правилам инструкции. Но почему-то иногда возникают такие ситуации. Кстати, предупреждение об индивидуальной непереносимости есть у всех инструкциях. Подчеркиваю, во всех, а не в некоторых. Не скажу, что это явление достаточно частое, но иногда бывает. Поэтому, если препарат применяется первый раз, то не выдавливайте весь тюбик сразу. Сначала выдавите каплю-другую, минут 10-15 подождите, а потом выдавливайте все остальное. Не совсем это удобно, но если вдруг препарат не подойдет вашему животному, то явления интоксикации будут не настолько ярко выраженными. Вот, пожалуй, и все по данному вопросу. Самое главное, что бы ни случилось, не паникуйте. Тем более, что при соблюдении всех правил применения препаратов от блох и клещей случаи отравления встречаются не так уже и часто. Более того, летальные случаи, как правило, не наблюдаются. Вот, пожалуй, и все по данному вопросу. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!